Компания Dacia представила седан Logan, а также хэтчбеки Sandero и Sandero Stepway третьего поколения. Речь пока идет только об автомобилях для европейского рынка, которые в России продаются под маркой Renault и собираются на московском заводе. До европейских дилеров машины доберутся в конце нынешнего года. А вот когда машины новой генерации появятся на нашем рынке, пока неизвестно. В основу нового седана и хэтчбека Dacia легла модульная платформа CMF-B. На ней базируется Renault Clio пятого поколения, европейские Captur и Arcana. С новой платформой у автомобиля стало меньше вибраций и больше комфорта. Хотя архитектура у нее та же – Макферсон спереди и полузависимая подвеска сзади. Вместо гидроусилителя руля теперь устанавливается электрический узел, а усилие на руль снизилось на 36%. На задней оси, как и прежде, барабанные тормоза. Габариты Логана изменились. Он вытянулся в длину на 50 мм, до 4396 мм. Ширина автомобиля составляет 1848 мм вместо прежних 1733, а расстояние между колесами составляет 2649 мм, что на 15 мм больше, чем у предшественника. Багажник автомобиля увеличился на 18 литров, теперь он составляет 528 литров. У Sandero дорожный просвет составляет 162 мм, у версии с приставкой Stepway 174. Объем багажника у обоих вариантов 328 литров. После смены поколения автомобиль существенно изменился внешне. Новый Sandero, как и седан Logan, получил светодиодную оптику с своеобразными ходовыми огнями. Они идут уже в базе. Фары бьют на 110 метров, шириной луча в 24 метра и автоматически переключаются с дальнего на ближний. У автомобиля новые закругленные бамперы с противотуманными фарами, решетки радиатора с хромированными элементами и рельефный капот. Также изменился дизайн дверных ручек. Теперь они выполнены под естественный хват. Sandero Stepway в свою очередь обзавелся рельефным капотом и дополнительным пластиковым обвесом. В салоне новая архитектура передней панели с 8-дюймовым тачскрином мультимедийки либо держателем для смартфона, новый блок управления климатом и преобразившаяся приборная панель. Кстати, приборная панель, рулевое колесо и блок климат-контроля у третьего Logan и Sandero достались от Dacia Duster второй генерации. Кстати, про него я уже делал отдельный ролик. Посмотреть его можно по подсказке в правом верхнем углу или в конце этого видео. Между передними креслами находится кнопка электромеханического стояночного тормоза. В список оснащения включены 6 подушек безопасности, системы экстренного торможения, передние и задние парктроники, камера заднего вида, парковочный ассистент, мониторинг слепых зон, система помощи при трогании в гору, климат-контроль, подогрев передних сидений и система eCall, европейский аналог российской Aero GLONASS. В базовой версии вместо штатной магнитолы стоит система Media Control, которая включает два динамика, крепление для гаджета, разъем USB и связь Bluetooth. С помощью нее можно использовать телефон вместо штатной мультимедийки. При этом кнопки на руле будут работать. За доплату можно заказать полноценный комплекс с 8-дюймовым тачскрином. В начальной комплектации есть круиз-контроль и ограничитель скорости, а для хэтчбеков впервые предложен люк на крыше. В моторной гамме седана и хэтчбека Dacia остались трехцилиндровые бензиновые двигатели. Базовый литровый SCE с отдачей в 65 лошадиных сил идет в паре с пятиступенчатой механикой и предлагается только Логану и обычному Sandero. Следующий в линейке это турбомотор такого же объема, но мощностью 90 лошадиных сил. Он может работать в комплекте с шестиступенчатой ручной коробкой передач или вариатором. Также в гамме есть битопливная модификация EcoG с тем же турбомотором, но он питается и бензином, и пропаном. Его отдача составляет 100 лошадиных сил. Заказать его можно только шестиступенчатой механикой. Дизельный двигатель объемом 1,5 литра из гаммы исчез. По неофициальной информации, в будущем российский Renault Logan тоже переедет на платформу CMF-B и изменится внешне по той же схеме, что и европейский вариант. Понравился ли вам новый Logan и хэтчбеки Sandero и Sandero Stepway? Пишите свое мнение в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.